Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите этим вечером за всеми событиями и к нам заглянули на огонек, на прямой эфир. Юлия Латынина на связи. Юлия, приветствую вас. Здрасте. А почему во множественном числе? Ну, потому что к нам же на огонек, да? И, конечно... Мы Божьей милостью Людовик XVI. Конечно. И смотрите, очень важно, сейчас такое маленькое объявление, вопросы для нашей финальной сессии принимаются в закрытом клубе в телеграм-канале «Шелест», а также в чате трансляции, да, но оставьте их, припасите в конце. Что-то какая-то ерунда с сообществом YouTube, не выставляет оно посты, ну, в общем, победим и это, не такое побеждали, конечно, много технических моментов, напишите в комментариях о нашей сегодняшней беседе, ну и, конечно, свое видение ситуации, поделитесь своим мнением, потому что очень и очень, кажется, мы подошли к какому-то рубежу настолько близко, но вот так близко, что вот сейчас спан или пропал, да, и вот эти даже эмоциональные выступления Трампа, а к вечеру ближе Зеленского будем разбирать, и они нам это подчеркивают особенно жирной красной чертой. Значит, как всегда, начнем наш сегодняшний эфир с опроса в чате трансляции. Милости прошу, голосуйте, принесет ли Совет мира мир в Украине? Да, по лекалам газы. Ну, с газой разберутся, и, соответственно, такая же модель ждет и Украину. Нет, зеленские глобалисты упрутся рогом. Еще один вариант. Это все цирк и выкачка денег. Изначально. Ну, то есть, нет изначально в этом задачи. Ну, или такой вариант, как бы, ну, напополам в газе. Да, в Украине нет. Ну, в общем, голосуйте, выбирайте свой вариант. И действительно, там, топ-тема мировой политики – это... Совет мира, который сегодня учредил Трамп в Давосе. Давайте с этого начнем. Вот как вам кажется, много там про Украину? Вот в этом желании Трампа собрать, пересобрать ООН на базе ООН, ну якобы согласно статье ООН, но совершенно другая, абсолютно другая компания у него, чем в привычных западных Г7 или каких-то, ну, скажем так, других Г. Смотрите, я думаю, что Совет мира это такая очень изящная задумка, которая мне немножко напоминает, знаете, как в начале 90-х бизнесмены собирались разводить друг друга и всегда имели очень невероятно крутые замыслы, которые, однако, если бы они были осуществлены, то просто полный пипец. Но не совсем выходило. Кстати говоря, Трамп, но при том, что не совсем выходило, обычно люди в накладе не оставались. А вот мне кажется, что Трамп придумал такой инструмент, который, если, конечно, там удастся, вообще принесет ему прибыль в 1 000 000%, но пока будет усушка и утруска, и пока все будут разговаривать об этом, то мы в конце увидим, что Трамп все равно тоже выйдет с прибытком. То есть он как бы все свои инвестиции в это дело закроет. Но другое дело, что это не будет таким судьбоносным поворотом, а что, собственно, является искусством сделки. Кстати, Трамп этим очень хорошо отличается, что когда он делает сделку, он всегда запрашивает миллиард, но в конце получает миллион, но миллион – это тоже неплохо, особенно при нулевых инвестициях. Как я себе представляю Совет мира в идеальном виде, вот прямо так, в качестве хрустального дворца и второго пришествия? Совет мира выполняет теоретически несколько функций. Первое – это инвестиционный фонд, что очень близко к Трампу, который, например, в случае газа решает вопрос не только инвестиций в саму газу, но он решает 3 вещи. Первое – откуда брать бабки для развития газа? Да вон они скинутся каждый по миллиарду, 56 человек, ну или около того, и вот вам 56 миллиардов. Это первое. Второе, обратите внимание, что если такие деньги, да, большое если, мы сейчас рисуем инвестиционный план, мы сейчас рассказываем инвесторам там фантастические перспективы о том, как мы будем расти на там, 200% в год. Напомню, что ООН давала газе 2 миллиарда, и, собственно, на эти 2 миллиарда и строились в год приблизительно. И строились все эти тоннели, содержались все эти террористические школы и так далее. За 56 миллиардов людей в Газе можно купить и сделать с ними что угодно. Да. Вывести в Сомали,
обучить цивилизованным манерам, построить Тадж-Махал вместо подземных туннелей и так далее, и так далее. И вся эта публика еще с визгом побежит и радостно скажет: да нет, вы больше не террористы, потому что, слушайте, раньше было 2 миллиарда, а теперь 56. Что мы должны сделать, чтобы получить эти деньги? И, наконец, третье, это мало кто отметил, что, как бы это мягко сказать, обратите внимание, что Трамп предлагает мировым лидерам, особенно авторитарного толка, и не только, кстати говоря, демократического тоже, как бы это точнее сказать, идеальный механизм отмывки государственных денег. Вот мы такого еще не видели. То есть, вот, допустим, тот же Макрон. Я теоретически рассуждаю. Представьте, он вкладывает миллиард государственных французских денег в газу, а он, во-первых, входит в Совет Газа и остается там, очевидно, после того, как он перестает быть президентом. А во-вторых, если в Газе что-то строится, ну, никто же не мешает, ну, как всегда это в деятельности инвестиционных фондов, чтобы, я не знаю, что-то построившееся, глядишь, там частично совладельцем является Макрон, частично Лукашенко, частично Назарбаев, уже не Назарбаев, да, Такаев условный, да, частично Путин. Все они любят друг друга, поскольку инвестировали в одно и то же. Кстати говоря, у них меньше шансов повоевать. И вообще вот тишь да благодать, вот представим себе, если бы где-нибудь в начале до Первой мировой войны сказали британцы, вместо того, чтобы воевать с немцами: ребят, давайте там инвестируйте в нашу африканскую компанию. И еще бы французов туда пригласили, еще бы, я не знаю, американцев и японцев. Ну, просто Первой мировой войны бы, может быть, бы не было. Это я к тому, что вот это вот одна часть марлезонского балета, которая вот такой фантастический инвестиционный фонд для лидеров мировых, который позволяет, к слову говоря, каким-то образом преобразовать государственные деньги в деньги, может быть, не совсем или совсем не государственные. Кстати говоря, абсолютно. Вот это то, чего президент Путин всегда хотел. Вот если вы помните, одна из, кстати, главных причин, по которым очень тяжело было договариваться Путину с Западом, он всегда тоже хотел сделок, но там, разговаривая с Обамой, очень трудно предложить ему: Обама, я тебе дам вышку где-нибудь в Заполярье, а ты мне дай вышку в Техасе. Ну, как бы Обама смотрел квадратными глазами и говорил, что у нас такого не водится, хотя, как выясняется из USAID, водится и еще похуже. Да? Ну, типа, от таких коктейлей не принимаем мы таких подарков. Так вот, во-первых, это вот такой потрясающий инвестиционный инструмент, во главе которого стоит Трамп, который становится таким образом инвестором всея мира. Во-вторых, он, конечно, при этом, как вы совершенно справедливо сказали, просто за бортом оставляет старые глобалистские институты, которые выродились и превратились в ту самую бюрократию. Причем бюрократию, распределяющую бабло, НКО, и это хуже всяких взяток, хуже всякой коррупции, потому что то, на что они распределяют бабло, заметим, на то, чтобы сделать проблему нерешаемой. В то время как Ну, чтобы инвестиционный еще фонд... дольше выделять бабло. Ну, то есть, логика понятна. А инвестиционный фонд Трампа, как вот такой суверенный фонд, мета-суверенный фонд, предполагает другое, что все на этом зарабатывают. Это совсем другая философия. И, как я уже сказала, вот там, если бы такой проект осуществился, то это был бы фантастический проект, который, с одной стороны, просто уничтожил бы глобалистов, перекупил бы значительную часть глобалистских лидеров, сказав, что, ребята, у нас есть еще лучший способ зарабатывать, перекупил бы значительную часть террористов и режимов, которые устроены так, что мы жертвы, поэтому нам все должны, и на которых зарабатывают глобалисты и лидеры, собственно, этих режимов. Ну и вдобавок бы действительно установил мир во всем мире. Но что-то мне подсказывает, что вот эта вот блестящая история, которую я нарисовала, как бы сказать, не совсем осуществится. Вы согласны? Ну, есть такое ощущение, есть, и как это, гладко было на бумаге, забыли про овраги, да, по ним ходить, и это точно есть такое ощущение, но посмотрим, да, ну, интересует же это все-таки как модель определенная. Я очень удивлен, и интересно ваше мнение, почему первый, спотыкаясь в Совет мира, вскочил Лукашенко. Первый почему? Не потому, что он там первый, или там как-то он там, я хочу унизить Лукашенко. Прошу прощения, он еще вскочил? Он уже вскочил? Смотрите, он сел, подписал
В списках нет, кстати, сегодняшних. Мгм. Вроде как он, говорили, готов был включиться по видеосвязи на вот это заседание. Ну, как бы оттуда сообщений из Давоса не было, что он включался. Но он сам взял ручку, бумагу, подписал, что мы признаем Совет мира. Про миллиард это фейк, нам объявляет Лукашенко. Проходят сутки, выходит Путин, делает интереснейший политический шаг, и тут его мы поговорим сейчас об Украине, о Зеленском, о там, вариантах решить войну. Это прям очень интересно. Зеленский сегодня очень много интересного наговорил. И вообще эти переговоры, которые там, как нечто подается страшное, там, ой, ничего себе, в Эмиратах переговоры. Это все сейчас обсудим. Но Путин делает блестящий геополитический шаг. Он говорит, слушайте, вот Аббас у меня, да, Махмуд, сейчас мы с ним обкашляем. Вот миллиард. Ну, вы знаете, где лежит, да? Вот там, в замороженной кубышке. У вас же. У вас же. Берите, мне не жалко, говорит Путин. Более того, сейчас мы закончим по Украине с войной, да, давайте оттуда восстанавливать разрушенное. Причем там двоякая такая формулировка. Одни поняли, что Украину, другие поняли, что это Украину, но в составе России части, да, но тем не менее. Это как бы еще решат. В чем классный ход? Если Трамп запустит свою волосатую руку в эту кубышку, но это будет величайший прецедент. Это будет прецедент, который сравним с вашей абсолютно хрустальной и чисто выписанной, экспериментально, ну, красиво, да, смоделированной историей с Советом мира. Тогда любые подсанкционные деньги, любые, собственно, их можно спокойно брать и отправлять куда надо. А куда надо? Куда Трампу надо? Он председатель Совета мира. Путин делает этот шаг почему? Ну и как вы объясните несостыковки с Лукашенко, когда миллиард вранье, а Путин говорит, да, пожалуйста, дадим миллиард. Это он о двух разных миллиардах говорит? Слушайте, насчет Лукашенко, к ним как раз все понятно. Это такая фантастическая легитимизация. То есть все Тихановские просто идут лесом, все эти правительства в изгнании. Ну и европейцы выглядят как полнейшие идиоты. Не только с Гренландией, но и с Белоруссией, и вот с Тихановской, с которой они носились как с писаной торбой. А тут Лукашенко это тоже очень надо, потому что вместо того, чтобы стоять на одной ноге на Путине, у него он теперь твердо становится на двух, даже на трех ногах, он обретает вот эту политическую устойчивость, он может маневрировать. Обратите, что же касается Путина и что же касается замороженных 300 миллиардов, то это, собственно, и есть главный предмет договоренности в Анкоридже, потому что в Анкоридже они прежде всего, вот на чем они договорились. Они договорились на бабках, что они совместно эти бабки замороженные будут осваивать, Трампу никто не откажет. То есть, опять же, Трамп предлагает Путину на самом деле, знаете, вот услугу как по выбиванию плохих долгов. За большой процент, но долг-то уже совсем дохлый, да, но мы его вам поэтому за большой процент выбьем обналичивания. И, собственно, в этом вся и прелесть Анкориджа, что они договорились, что эти деньги идут на восстановление Украины и в значительной степени, конечно, той части Украины, которая аннексирована Россией, потому что если Украина не признает, что это является территорией России, то таким образом у нее нет никаких юридических возможностей помешать направлять эти деньги именно туда, на освоение всяких месторождений и прочее, и прочее. И вот, собственно, эту-то мечту все время и рушили и Зеленский, и европейцы, потому что какой главный был пункт европейцев, европейского плана? А нет, эти деньги мы заберем сами. В этом смысле, конечно, европейцы просто, извините, насрали в лицо Трампу. Пришел американский орел и сказал, мы тут с русским медведем договорились, и тут эти бегают и говорят, нет, воюйте до морковки на заговенье, и вообще эти деньги наши. Вот, собственно, одна из вещей, где по анкориджским договоренностям Европа и Зеленский просто плюнули в лицо уже не Путину, а Трампу. Я не могу не заметить, ну, во-первых, конечно, что даже если все эти блестящие идеи не осуществятся, то, как я уже сказала, там, в конце концов, там большой навар с яиц останется. Там будет серьезный бульон, да, там никто не обидится, потому что, согласитесь, ну,
все равно что-то да получится. А во-вторых, самое главное, вот знаете, если честно, я всегда смеялась над Путиным, когда вот соглашались, производились вот это соглашение между Каддафи, между какими-то восточными лидерами, когда было совершенно понятно, что это какие-то очень стрёмные персональные соглашения, которые в современном мире называются коррупцией, и которые связаны с тем, что государственные деньги каким-то образом потом оказываются у компаний, приближенных к тебе людей. И сейчас я понимаю, и всегда ставила в пример, что, смотрите, Запад в эти игры больше не играет, больше нельзя европейского политика таким образом купить, нельзя американского политика таким образом купить, но по ходу истории с USAID, по ходу вот этих безумных грантов, которые распределяются черт знает на что, ты вдруг понимаешь, что западные политики покупаются и конформируются другим образом, причем гораздо более злокачественным, таким образом, который способствует распространению абсолютно безумных левых идей и, не знаю, завоза в гигантском количестве мигрантов, деколонизации, вот всей вот этой, простите, параши. Там существует сеть вот этих инкошных офшоров, в которых деньги переливаются друг из друга, и в ходе этого распределяются непонятно как, и, естественно, как ледышку передает из рук в руки, и ледышка все время тает, а руки оказываются мокрые. И концов не найдешь. И самое главное, что все эти деньги в итоге, помимо того, что они работают на выборы, они работают ровно на то, чтобы проблема стала нерешаемой, потому что после этого мы учредим какой-нибудь НКО и будем заботиться о бедных и сирых. А Трамп то же самое, вернее, совсем другое делает. Делает схему, которая внешне это напоминает, но теоретически должна решить проблему, позволив всем заработать. И да, будем честно говорить, позволим взять государственные деньги – и сделать их, возможно, не совсем государственными, но в процессе человек, который теперь сидит на кубышке или это является пайщиком, он очень заинтересован в результате. Я не Он халявщик, заинтересован, да, я я не партнер. халявщик, я партнер. Условно говоря, политик, который входит в Совет мира в Газе и который каким-то образом приобретает долю в том, что будет построено, он как раз заинтересован там, или его племянница, случайно это оказывается, он будет заинтересован в том, чтобы этот небоскреб был построен, а этот торговый центр был построен, а не в том, чтобы были построены подземные туннели, в которых будут сидеть террористы, которые каждый раз будут говорить, мы несчастные, нам должны. Потому что деньги конечны. Ну, Они должны работать смотря как у кого. инвестиции. Подождите. Деньги конечны, но смотря у кого. Юлия, Деньги, конечные деньги европейского или не обязательно европейского политика, который подписал, чтобы это бабло ушло из государственного бюджета, а хорошо. теперь он уже больше не президент, Так а чего это его бабло. ерепенится? Чего ерепенится Стармер, Макрон, другие европейские политики, ну, условно, старой Европы? Смотрите, они же четко, я думаю, что они поняли эту схему, они прям ее, прям, как это, ощутили, да, они на кончиках пальцев, они все поняли, чего, куда, откуда уходит, приходит. Трамп делает это с покерфейсом и вообще, собственно, особо не парится, что там кто по поводу этого думает. Но они себе не могут позволить подобную историю. Почему? Слушайте, во-первых, они все, как мы видим, могут себе позволить. Они могут позволить себе завозить в страны миллионы мигрантов. Они могут позволить себе сносить ядерные электростанции. Они могут позволить себе нести с покерфейсом ахинею. Вот у нас сегодня Мерц на Давосе рассказывал, что, оказывается, Европа сама себя зарегулировала. Батюшки, а кто же это делал? Наверное, это инопланетяне с неба спустились и зарегулировали Европу. Они могут себе позволить все, но их система кормушек сейчас отстроена другим образом. Я обращаю внимание наших слушателей, что это именно система кормушек. На данном этапе мы не должны иметь никаких иллюзий. Другое дело, что все эти кормушки очень сложные, очень высокоморальные, там вещи типа фонда Клинтонов, или мы будем бороться с глобальным потеплением, или мы будем заботиться о состоянии, как там одна из программ USAID, поправьте меня,
можете посмотреть, типа, заботиться о кулинарных курсах для геев-проституток в Таиланде или что-то в этом роде. Ну, кто же не дрогнет сердцем, когда ему скажут, что вот кулинарное мастерство проституток мужского пола в Таиланде надо повышать? Мгм. Нет, ну это, конечно, да. Однако Мерц заявил и другую ахинею. Видите, как они вывернулись красиво. Говорят, мы защитим Данию, Гренландию от России. А все-таки какой был контекст? Я тоже видела эту потрясающую фразу, Нет, ну, но я не уверена насчет, знаете, ну, можно вырвать из контекста так, что... так а как, подождите, ну какой контекст? Они переворачиваются. Трамп делает как бы какой пас? Вы не в состоянии защитить. Ни от России, ни от Китая я буду защищать. Гренландия это мое. А те, пытаясь перебить его тезис, доходят до какого-то абсурда, что Китай и Россия прям виды имеют, и прям нападают уже, вот СВО будет в Гренландию, понимаете? Да-да-да, уже подползли, надев на себя тюленью шкурку. Вот Ну, то есть, просто Путину больше нечего делать, но вот Гренландия следующая. Мы-то думали, что следующие страны Балтии, а следующая Гренландия. и вы понимаете, и вот они вот так вот это все оборачивают. И а, давайте к самому, как это, вкусному перейдем этого Нам-то вечера. говорили, что следующие страны Балтии, а теперь оказывается, что как это там, концепция изменилась. То есть Следующая Гренландия. выходит Зеленский, и на своем этом спиче вообще непонятная встреча была. Давайте вот со встречи. Сейчас с месседжей, которые он толкал, сейчас продолжим. Значит, смотрите. Ну, Зеленский вообще критикует Европу, что а что это такое, какой вы сигнал даете Путину, Китаю, там 30, 25, 1 солдат вы отправляете, что это такое, что это за позорище. Но он вообще как-то очень странно встретился с Трампом. Значит, встреча меньше часа. Встреча была, ну вот как бы вот так, вот так, так. Я тут где-то, сейчас тут в этом зале где-то Зеленский, да, а он свет выключил, сел в своем офисе, компьютер включил и селектор проводит. Причем в соседних кабинетах по селектору есть свет, а у него нету. И он сидит и проводит селектор, понимаете? А тут его Трамп, подожди, здесь где-то должен быть Зеленский. Эй, мы сейчас с ним встретимся чуть позже, все там обсудим, все нормально. И он, спотыкаясь в припрыжку, бегом, в общем, сваливает из Киева, который должен был защищать собой. Он же говорит, я не могу покинуть свою страну в момент такого острого кризиса, оказывается, может. Значит, встретился, о чем говорили, не сказали. Трамп, видно, был какой-то раздражен, ну так, отмахивался от вопросов журналистов. Зеленский вообще ничего не ответил, пошел выступать. Выступать он пошел с присядкой, с припрыжкой, накидал Европе полную панамку. Европе, которая, как оказалось, Юля, внимание, значит, если она будет с Украиной, никто не будет вытирать у нее ноги. И все как-то так вот... Я бы на месте вот этих же самых глобалистов посмотрел бы, как на сцене Давоса Зеленский рубит сук, на котором сидит, и как-то вот помог бы ему даже в этом деле. То есть абсолютно мы не поняли, о чем была эта встреча, и что произошло за вот эти меньше часа времени с Зеленским, что он как бы выполз и давай вот это вот хлестать Европу по щекам, от которой зависит прямо от единственной, потому что Штаты уже как бы не дают денег, они, в общем, они так, в общем, посильно помогают. Александр, помните рассказ о Генри про молодого авантюриста человека, который в городе Нью-Йорке, молодой новобрачный, приносит апельсин, Мгм. приносит персик. Я напоминаю нашим слушателям, что речь шла о том, что молодая новобрачная, устав от прекрасной ночи, говорит, как бы я сейчас с удовольствием съела персик. Наш молодой переворачивает горы, врывается в один мотель, в другой мотель, чуть ли не грабит банк, расшвыривает гангстеров, и каждый раз на столе оказываются апельсины, потому что сезона персиков нет. Наконец он там просто совершает чудеса, чуть ли не беря приступом Трою. Залетает в какое-то место, расшвыривает салон, добывает последний единственный персик, приходит к новобрачной жене. Она говорит, ой, где ж ты так долго был? А это что, персик? А я бы с удовольствием съела апельсин, говорит она.
Вот я сильно подозреваю, что когда Трамп сказал, что Зеленский же тут должен быть где-то в зале, но то он как новобрачная про персик выразился. Он не имел в виду ничего особого, он бы и апельсин съел. Нет Зеленского, так нету. Ну, он просто думал, что тут есть. Значит, смотрите, получилось здесь... у меня самый главный вопрос мы должны анализировать. Или вот всю Давайте эту... встречу. Давайте сначала встречу, а потом то, что он наговорил. Встреча о чем была? Мгм. Нет, смотрите. Во-первых, никто не знает, о чем была встреча. А самое главное другое. В том-то и дело, что мне кажется, что самое важное – это анализировать то, что реально происходит сейчас в Украине и на фронте. И реакцию мира на это. И к этому мы перейдем, но просто поскольку всегда начинается вот с анализирования этой шелухи, давайте немножко затратим времени на шелуху. Нет, подождите, я Шелуха? с вами не согласен. Это не шелуха. Я прихожу к выводу, лично мне так показалось, я могу ошибаться, это просто мое впечатление, я им делюсь. Я могу быть неправ. Но что Трамп случайно сморозил, что где Зеленский. Так я же вам про персик и рассказываю. Что он с Понимаете? удовольствием бы съел апельсин. Нет, так он, понимаете, в чем дело? И тут он говорит, тут где-то Зеленский, а он примчался. Но Зеленский, вот сейчас Financial Times пишет, вот мы с вами начали эфир, выходит материал, говорит, ничего ж не добился. Ни тебе этих гарантий, которые он же как сказал, я поеду, если будет что-то реально подписано. Нет ни гарантий, нет ни ПВО, нет ни каких-то там договоренностей, да, о процветании Украины. Ничего этого нет. Он просто съездил, покуражился на этом выступлении и вернулся. И сделали, слепили хоть что об этих переговорах в Эмиратах известно было еще, но сделали новость, что они, внимание, трехсторонние. Да елки-палки, впервые, никогда Хоть такого не было. пятисторонние, хоть тессеракт. Так вот, значит, мы имели Зеленского, который сначала Не мы, а гордо Трамп. отказался. Сначала отказался гордо ехать с разными мотивировками, в том числе, значит, вот если не подпишет Трамп договор на 800 миллиардов, то не поеду. Прямо Трамп должен был прослезиться и сказать, ну как же это, при такой страшной перспективе, конечно, пусть немедленно приезжает, подпишу. Потом Зеленский объяснял это блэкаутами, что было совсем смешно, потому что при всем моем уважении как раз обязанность президента Украины действительно заключается в том числе в том, что ездить по международным встречам, если там можно что-то добиться. И, как мы знаем, в 2022 году именно президент Зеленский везде ездил, просил оружие для Украины и не говорил, что вот обстановка требует, чтобы я находился непосредственно в Украине. Его дело как раз ездить по международным встречам. Это абсолютно правда. А не блэкаут достаточно чинить, пусть чинит Кличко, условно говоря, или соответствующие министры. Но самое главное другое, что как только Трамп то ли случайно оговорился, то ли вот эту шпильку подпустил, то ли сказал просто случайно, что я хочу персик, то персик тут же явился. Такое впечатление, что Трампу было все равно, персик или апельсин. Но самое главное другое, что все-таки мы должны смотреть не вот на эту историю, которую нам рассказывают, что сейчас будет прорывная встреча. Обратите внимание, нам уже год рассказывают, и каждый раз прорывная встреча за углом. Каждый раз Мессия придет вот-вот. Каждый раз вот сегодня мы не скажем вам, что произошло, но произошло что-то такое офигительное. А самое главное, произойдет, вот, пожалуйста, следите за нами, вот-вот сейчас договорятся. Но, знаете, это уже напоминает, вот знаете, особенно в 90-е годы были такие наниматели, которые человека нанимали на работу и говорили ему, что вот, знаешь, на следующей неделе я тебе заплачу зарплату. Но вот когда тебе говорят первую неделю, вторую неделю, ты можешь ожидать, что тебе зарплату заплатят. Но когда тебе через 5 лет говорят, что ты знаешь, парень, вот сейчас временные трудности, но на следующей неделе я обязательно зарплату заплачу, то уже складывается впечатление, что называется не временные трудности, а это тактика такая. А самое главное другое. Если мы посмотрим на то, что происходит в Украине,
мы видим, что Путин приступил к плану системного экономического уничтожения экономики Украины. Во-первых, ну, это то, что касается Киева, потому что понятно, что ничего не производить нельзя в городе, в котором нет электричества. И обратите внимание одесских портовых мощностей, то абсолютно критично ровно в тот самый момент, когда Украина вынуждена все больше полагаться на свои собственные ресурсы. И тут, насколько я понимаю, вот просто объем экспорта из Одессы за последний месяц упал где-то на треть. И это еще только начало, это же все будет продолжаться. А обратите самое важное внимание, это не только то, что Путин это делает, и не только то, что это, возможно, является компенсацией за не очень быстрое продвижение на фронте. И не только то, что, скажем, 3 года назад у России вряд ли еще были беспилотники, которые способны это выполнить. А самое главное – это реакция Запада. Потому что если бы такое происходило в 2022 году, то сейчас бы все эти картинки были на первых полосах газет. Сейчас бы Украина получила ПВО, сейчас бы Украина получила возможность бить атакамсами и так далее, 3 года назад, да, когда все кричали. И самое главное, все экономические потери Украине были бы скомпенсированы двукратно, так что там вся тактика Путина оборачивалась бы против него, потому что, чем больше прилетало в Украину... Кто вам об этом сказал? Несколько лет назад, я говорю. Угу. Ну, сейчас кто сказал бы, что если... подождите. Так нет, несколько лет назад мы видели, прилетает любая российская ракета там в многоэтажку. Ужас, да. Это ужас, это на первых полосах. Все говорят, давайте больше ПВО, и давали ПВО. И самое главное, что сейчас мы видим, что не только Трамп, это уже само собой, потому что для него это вся... Он хотел бы договориться с Путиным и делай с Украиной что хочешь, и даже уже договорился, если бы не бегали вокруг европейцы и не швыряли камни в эту повозку. Плюс Зеленский. Но самое интересное, что и европейцы делают вид, вернее, не делают вид, их Гренландия интересует, их все что угодно интересует, но их новая фаза кампании Путина не интересует, и это значит, что эта кампания добивается стратегического успеха, потому что если эти экономические потери не будут возмещены, то Украине действительно придется очень и очень сложно. Так подождите, что они могут сделать? Вот тут же тоже такой момент. Вы вот так вот обрисовали эту историю. Они ничего не могут сделать. Так в том-то и дело. 3-4 года назад они бы обязательно сделали. Напечатали бы денег, Байден бы еще раскошелился, напечатали конечно. бы денег, дали бы атакамсы, еще что-нибудь. То есть, короче говоря, просто 3-4 года назад ведь Путин этого не делал ровно потому, что сейчас выбран тот стратегический момент, когда на самом деле, несмотря на все горячие слова, никто ничего делать не будет. Я, с вашего позволения... И это и есть, собственно... главный ответ на вопрос, как идут переговоры. Смотрите, тут есть один нюанс. Делал Путин нечто подобное. Удары по ТЭЦ были. Блэкауты по несколько дней были. И в зимний период, и в летний период. Были вот такие многочасовые отключения света. Вот это все было. Но тогда все как-то переступали через что-то, и третьи лица, какие-нибудь там замминистры или кто-нибудь там еще, и Шойгу, тогда еще министр обороны, что-то встречались и, в общем, каким-то таким макаром бесхитростным подписывали а-ля воздушное перемирие. Сейчас просто все перешло в такую фазу, что никто ни о каком перемирии не говорит. Ни воздушном, ни ограниченном, ни зерновых коридоров. Сейчас этого всего нет. И поэтому действия Путина по отключению Украины в рамках лестницы эскалации выглядят, собственно, логично, дальше хорошо. А вы что? А они в норках. И Зеленский поэтому сегодня так бешено и выступал, рвал эту Европу. Вопрос только, он это делал, ради чего? То есть он уже вешал вину за капитуляцию на Европу.
Или он для какой-то друг... Вот эта фраза по поводу Виктора, который живет на европейские деньги, он получит подзатыльник на Орбана, да, вот этот наезд. А тут, если так Если можно точнее, потому что дело в том, что я еще не видела, что именно Зеленский сказал, я вам признаюсь. Виктор, в Поэтому Европе есть наши Виктор, слушатели, наверное, с удовольствием тоже, который тоже живет на деньги Европы, должен получить подзатыльник, да, и не строить там новую Москву по Европе и так далее. То есть он критикует Орбана и говорит, что он живет за деньги Европы, но Зеленский сам живет за деньги Европы. критикует, взрывает нефтепровод «Дружба». И Орбан, кстати, живет за свои деньги. И Орбан Европе платит, между прочим, если я помню, сколько там миллионов штрафов за беженцев, за то, что не пускает мигрантов. Это Орбан-то живет на деньги Европы. Ну, тоже мне нашли иждивенцы. Все, тут новость пришла. Зеленский покидает Давос. До свидания, Зеленский. Ой. Вот. Ну, это просто мы в прямом эфире, поэтому такая вставка. Ну, вот смотрите, почему он кусает эту руку, Юлия? Почему? Ну, во-первых, Орбан, да, Орбана позволено кусать, с Орбаном гораздо хуже позволено, чем кусать. С Орбаном позволено взрывать, как мы видели, были взрывы на нефтепроводе, были практически прямые угрозы, что выглядело дико, учитывая, что Украина еще и электроэнергию получает из той самой Венгрии, и это для Украины очень важно. То есть это гораздо серьезнее, чем кусать. Значит, смотрите, ведь возвращаясь к этим же самым ударам по инфраструктуре, у меня такое ощущение, что тактика Зеленского, вернее, не тактика, а стратегия в этой войне очень часто заключалась в том, что давайте мы нанесем какой-то не очень существенный с чисто военной точки зрения, но просто в том числе ввиду невозможности это сделать, но зато очень громкий пиар-удар по России, или там это удар по Белгороду, или это удар по НПЗ, или, помните, прилетал в шпиль Московского Кремля, вернее, Дворца Советов, этот беспилотник. Большого вреда не наделал, но шухер был большой. Получим ответный удар от Путина, и этот ответный удар позволит Украине потребовать, потому что он будет сильный, потребовать всемирной поддержки и в конце концов вовлечет мир в Третью мировую войну. После Третьей мировой войны все взятки будут гладкие. И обрати внимание, что вот этот раунд эскалации, там же был в конце концов зерновой коридор, который был подписан с таким чудовищным сложностями. Потому что, это на самом деле неслыханно, чтобы две страны воюют, и одна страна, в данном случае Россия, гарантировала другой стране, что, пожалуйста, вывозите свое подсолнечное масло, вывозите свое зерно, получаете за это деньги, на эти деньги содержите свою армию, а мы так и быть, потому что мы все это подписали, мы вас трогать не будем. Это вот очень часто говорят, что типа, как смеет Европа покупать у Путина в конечном итоге нефть и газ. Ну да, вот Европа покупает у Путина в конечном итоге нефть и газ там через разные схемы, а вот Украине было позволено продавать через Одессу это самое зерно. И тут Зеленский сам нарушает это водяное перемирие, и начинается охота за российскими танкерами, как будто нечем России ответить. Понятно, после этого прилетает по Одессе. Я не думаю, что вследствие этого. Я думаю, что это был новый этап войны, который, вполне логичен, учитывая то, что я описал. Но ведь в этой ситуации Украине даже крыть негде, потому что, Зеленский пойдет жаловаться, и ему скажут, парень, ты же первый начал по танкерам. То есть, если бы это сначала начало прилетать по Одессе, то тут бы Зеленскому было чего ответить в рамках лестницы эскалации. А вот вы подумайте, мы ваши танкеры будем выносить, мы ваши корабли будем выносить. А тут, наоборот, и сказать нечего. И оказывается, что вот этот вот прием, как только нам прилетит, мы пожалуемся, мы будем жертвами, нам все дадут, больше не работает. Вот что самое главное, мне кажется. Вообще это нервное выступление Зеленского вместе со смешками, вместе с какими-то такими перформансами. Но когда он говорит, это уже в финале, там еле расстались они с этим ведущим, какие-то меня эти аплодисменты как-то выбили из себя.
А, Александр, извините, ради бога, я просто вас прерву и попрошу для наших слушателей, в том числе, пересказать, что он сказал, да и я сама послушаю, потому что именно это выступление я Нет, была он занята другими там делами, я не там слышала. очень длинное выступление, я вам не перескажу, что он сказал. Смотрите, он пришел, он выступил, натыкал Европе полную панамку, сказал, что нужна Украине Европа. Короче, он призвал воевать, да, что мы нужны вам, воюйте. Смотрите, он подходит к этому ведущему, и ему аплодируют. Ему аплодируют, и где-то секунд 30 он сел, встал, вот это все, то есть смеется, веселится, он в своей тарелке. А уходя, он заявляет о том, что ну как, а чем могут помочь на бизнес-форуме? Он говорит: уважаемые друзья, бизнесмены, приезжайте к нам в Украину, открывайте бизнес, делайте рабочие места. Сейчас небольшие сложности с безопасностью, ну небольшие. А вообще давайте к нам. У нас, мол, там, и вот это будет лучшая поддержка. А параллельно с этим несется Да, вот новость. электричества нету, да, там Да, то есть сложности с заходом в Одессу. И вы знаете, только что тут вот какой-то бизнесмен, который на Баканова жаловался еще до самой войны. Напомните нашим слушателям, как вдруг он рассказал историю о том, как у него назначенный Зеленским глава СБУ забирал 50% прибылей и вообще все, что произошло после того, как он осмелился пожаловаться на эту Зеленскому. Ну, идеальный бизнес-климат, еще без всякой войны. Но тут еще теперь и электричества нету. да, то есть, И да, и про с Мендичгейтом мы тоже все видели. Как там было сказано, пусть доплатят 10%, а то отправятся на фронт. По-моему, просто бизнес должен ну, сказать, сказка где просто. я еще такое найду. Сказка просто, понимаете? Но я не могу понять, почему ему аплодируют, почему он вхож. Он, вот сейчас вообще, если так глобально посмотреть, Юлия, ну, попытаться, такое ощущение, что его во всем прогнули, во всем. А сейчас единственный вариант не потерять лицо – это вот критиковать Европу в своем выступлении. Это единственный вариант, чтобы быть как бы мощнее, потужнее. Говорит, вот Мадуро сидит, а Путин нет. Вот эти все. И все, кстати, заметили, что во всей речи Зеленского плохого о Путине, ну, то он матюкнуться мог, то он еще там что-то сказать мог. А тут как-то нет. И тут встречают его в кулуарах, и он дает свой комментарий по поводу преснопамятного документа о гарантиях безопасности. И рассказывает на голубом глазу, что эти гарантии безопасности должны и будут подписаны после войны. Батюшки, так ты же говорил, давайте подпишем с США гарантии безопасности, и тогда будем заканчивать давить на Россию, в общем, и заканчивать войну. А теперь четко, у меня вообще такое ощущение, что ему четко, прямо, без каких-либо моментов, Трамп, без окивоков, четко объяснил, что будет дальше. Встреча, там едет Уитков, потом встреча в Арабских Эмиратах, все. И выходим на конец войны. А вот это то, что он сейчас исполняет, это уже такие, знаете, авторшоки или какие-то там, не знаю, танцы для того, чтобы прикрыть срам. Как он это, в принципе, и исполняет в «Квартале 95», доигрывая там какой-то эпизод. Может такое быть? И если это так, то мы увидим не просто тогда, ну, там, переобувшегося Зеленского, который должен был быть с народом, а поехал в Давос по мановению палочки или пальчика Трампа, а мы увидим, ну, слив Зеленским всего того, о чем он говорил. Насколько это и как отразится на стране, и, ну, давайте так, на регионе, на россиянах, на украинцах. Первое, смотрите, то, что Зеленский в конце концов подпишет мир, это сказка про белого бычка. Не Он подпишет. уже, да, он уже год от этого успешно ставит разные возвышенные условия. И поскольку год ему удавалось от этого бегать, я не вижу, чтобы он не решил, что можно еще некоторое количество времени бегать. Единственное, чем Трамп ему мог пригрозить, это тем, что и Мендичгейт, и увольнение Ермака, и даже вот эта вот история с Бакановым покажутся мелким пустячком по сравнению с тем, чего еще есть. Но, да, или Тимошенко, ну, Тимошенко немножко из другой оперы. Но
Понимаете, насколько я понимаю, но представление в офисе президента Зеленского такое, что все можно переобъяснить. Да. Вот просто абсолютно все, нет никакой такой вещи, если там не прийти, не исполнить джигу и не объяснить, как все другие виноваты. А при этом, значит, возвращаясь к речи, все-таки я хочу немножко ее огласить вот вместе с нашими слушателями. Речь длилась, действительно, была одна из самых жестких с резкой критикой Европы. Зал встретил ее стоячие овации, ключевые тезисы. Ровно год назад здесь, в Давосе, я закончила речь словами «Европа должна уметь защищать себя». Прошел год, и ничего не изменилось. Мы, то есть мы – это Зеленский и Европа, в той же ситуации. Европа живет, как в фильме «День сурка», повторяет одни и те же ошибки. Она пытается изменить Трампа вместо того, чтобы действовать самостоятельно. Все сейчас, говорит Зеленский, сосредоточились на Гренландии. Все ждут, пока Америка перегорит этой темой. А если нет, что тогда? Отправка 14 солдат в Гренландию. Что это значит? Какой сигнал это посылают Путину? И главное, Дании, вашему союзнику. 40 солдат ничего не защитят. Европа остается фрагментирован калейдоскопом малых и средних держав, а не великой политической силой. Европа любит обсуждать будущее, но избегает действий сегодня. Почему Трамп может захватывать танкеры, а Европа нет? Российская нефть привет плавно вдоль ваших берегов и финансирует войну против Украины. Конфискация и продажа российской нефти в пользу Европы. Остановить поставки компонентов для российских ракет. Не только Китай помогает, компании из Европы тоже. Если у Путина не будет денег, войны для Европы не будет. Мадуро судят в Нью-Йорке, а Путин нет. А Беларусь никто не помог народу в 2020 году. Теперь там российские ракеты «Орешник», которые достают до большинства европейских столиц. Сегодня Европа полагается только на веру, что НАТО сработает, но никто никогда не видел альянс в полной силе. Если Путин решит захватить Литву или ударит по Польше, кто ответит? Европе нужны собственные объединенные вооруженные силы. Без Украины Европе никуда. Если Украина не будет с Европой, а Европу никто не будет вытирать ноги. Знаете, это действительно совершенно потрясающая речь, потому что ее можно перевести так: «Сделайте нам красиво». Это речь человека, который в значительной степени отвечает за то, что он привел свою страну к войне, и был уверен, что все будут вытаскивать его совместно из ямы, в которую его страна благодаря этому и оказалась. И в процессе дадут гигантское количество внешнего общака, которое позволит построить неограниченную власть, и никогда не будут замечать, что плохого происходит в Украине, ни ТЦК, ни коррупции, ни золотых туалетов, ни авторитаризма, со словами «это сукин сын, но это наш сукин сын», и будут его встречать как нового Черчилля. И этот человек, как мы видели, предъявлял претензии всем. Он предъявлял претензии, извините, это не то, что так важно, но просто с этого началось, россиянам, что они не свергли Путина. А он предъявлял потом претензии, помните, полякам, которые, просто в лепешку разбились, со словами, что они что-то там неправильно сделали с зерном. Потом он многократно предъявлял претензии Трампу. Сейчас он предъявляет претензии последней силе, которая у него осталась, это, так сказать, тем самым людям, которые на самом деле сделали все, чтобы сорвать его договоренности с Трампом, и использовали его как оружие против Трампа, и он многократно использовался как оружие против Трампа. Фактически европейцы использовали, европейские лидеры использовали Зеленского как гибридное оружие в войне против Трампа. И сейчас у меня такое впечатление, что вот этими своими тезисами Зеленский говорит: ну как же, ребята, вы же мне обещали, и вы же тоже ничего для меня не делаете. Ответ заключается в том, мы это много раз вам говорили, обсуждали военно-политический закон Грешема. Если Зеленскому можно платить только обещаниями, конечно, ему будут платить только обещаниями. И у меня только вопрос. Дальше Зеленский говорит: без Украины Европе никуда. Да. Простите, но если Европа такая слабая, а Украина такая сильная, что мешает Украине победить Путина
И тогда европейцы, кстати, тогда с удовольствием возьмут ее и в ЕС, и в НАТО действительно. А если эта Европа должна за Зеленского победить или хотя бы остановить Путина, то при чем же здесь без Украины Европа никуда? Это речь абсолютно вот человека, который сидит на военном велфере, так же, как обитатель чикагского гетто, сидит на велфере и считает, что ему все должны. И самое страшное в этой ситуации, что именно этот велфер и убивает Украину, хотя он, естественно, обогащает отдельных людей, которые сидят на внешнем общаке, потому что что бы было с этой войной, если бы Европа, а перед этим Америка, и не платили этой фальшивой валютой обещаний, и даже иногда подкидывали настоящих денег или вооружений. Тогда бы ответственный лидер заключил бы, даже вот война началась, я не буду говорить о том, что войны бы никогда не было, была бы другая политика. Но, скажем, война началась. Ответственный лидер заключил бы мир в апреле 22 года, минимизировав ущерб для всех сторон. Или если бы он отказался от этого мира, то тогда, простите, я скажу очень жестокие слова, продвинулись бы быстро российские войска, заняли ту часть Украины, которая им казалась нужна, после чего рано или поздно мир бы был подписан, с гораздо меньшими жертвами для обеих сторон. И вот та пипеточная помощь, вот тот велфер, на который посадили Украину, он, с одной стороны, сделал так, что Украина управляется из внешнего общака, и люди, которые управляют этим внешним общаком, конечно, хотят, чтобы все это продолжалось. А с другой стороны, именно он и сделал эту войну совершенно чудовищной и совершенно нерешаемой. Это вот резать кошке хвост по частям. Но мне кажется, его все-таки размазали. Мне кажется, что Трамп искромсал Зеленского. Именно поэтому мы увидели выступление такого трезвеющего алкоголика, который накричал на старушку-мать, у которой таскает пенсию себе на выпивку. Почему? Так он знает, что старушка-мать все это скушает, потому что смотрите, что будет завтра. Завтра я поняла, простите, что произошло. Это же на самом деле сцена в овальном кабинете 2. Да. Только не по поводу Трампа. И будет абсолютно, вот буквально через час, через два мы увидим реакцию всех офисных СМИ, которые будут кричать: да как Зеленский, да правду матку, да он рубанул им, да он прямо в глаза им сказал, что, значит, как это вы смеете не помогать Украине, как это вы смеете теперь про Гренландию думать, как это вы смеете быть такими слабыми, нам же тут столько от вас нужно. То есть это реально речь велферщика, с одной стороны. С другой стороны, это выступление в овальном кабинете номер 2. А с третьей стороны, заметьте важную вещь, что европейские лидеры действительно это от Зеленского абсолютно проглотят, потому что они бюрократы. Их абсолютно не интересует эмоциональное содержание, их интересует одно – продолжать использовать Украину в качестве стрекала уже теперь не только против России, но и против Трампа. А вот все, что Зеленский наговорил, да слушайте, они сами там станет Мерс и скажет: у нас тут все зарегулировано. Ты ж лапочка моя, а кто же регулирует-то? И правильно вороту не виснет. Они будут абсолютно совершенно к этой речи нормально относиться. Да, Никто из них, в отличие от Трампа, извините, последняя фраза, не скажет: да что ж ты тут это нам в глаза плюешь? Значит, почему я делаю вывод, что все-таки Зеленского нагнули? Причем жестко. Financial Times только что. США и Украина хотят предложить России, вы не поверите, энергетическое перемирие на трехсторонних переговорах. Значит, Россия перестает наносить удары по энергетической инфраструктуре, а Украина не наносит удары по российским НПЗ. Как свежо, как ново, а самое главное, как вовремя. Мы только что об этом говорили. Но только я не заметила серьезного ущерба от украинских ударов по российским НПЗ в последнее время. Поправьте меня, может быть, я что-то пропустила. И заметила очень серьезный ущерб от ударов по Киеву и Одессе. Соответственно, я не вижу причины, по которой Россия сейчас будет
принимать такое перемирие, потому что тактика Путина, тактика России, мы сейчас видим, является действенной. Очень жестокой, очень страшной, но действенной. И я не уверена, что, как бы это сказать, хотят предложить. Даже не предлагают, а хотят предложить. Ну, я думаю, что они хотят предложить, Россия с удовольствием рассмотрит. И давайте обсудим это на трехсторонней комиссии. И вот послезавтра еще одну соберем, и вот через неделю еще одну, и так далее. Но может, до чего-то и договорятся. Было же уже несколько перемирий. Да, значит, вообще, конечно, ситуация очень удручает, и в контексте того, что украинский народ требует уже что-то предпринимать. Он требует это так где-то иносказательно, где-то косвенно, но все там люди, которые выходят на протесты за справедливое отключение, сейчас вот там в одном из населенных пунктов вообще побили местного начальника РЭС, Света, да, побили его прям, народ уже, ему очень нужна вот эта жертва. И, судя по всему, на поругание, на растерзание, на заклание должен пойти сам Зеленский. Ермака недостаточно, да и не получилось, и заклания там никакого нет. Да? Кто-то другой, то же самое. Но единственный вариант остается, конечно, у Зеленского, это Сырский. Ходит такая история, что Сырского уволят и типа повесят на него какие-то неудачи. Куда-то нужно канализировать этот гнев и негатив. Уже там просто... Вы же только что канализировали. Посмотрите, как гневно Зеленский облачал Европу. Вы думаете о Гренландии, а не Украине. Послушайте. Еще как получится. Не Слушайте. получится на Европу это канализировать. Европа со светом, Европа помощь платит украинцам, которые беженцы там переехали. На Европу, для людей на Европу не получится. Вот хоть стреляй. Это нам показала Польша. Знаете почему? Потому что, да, все понимают, там отношение ухудшилось, да, все понимают, что сейчас там немножко, сложностей на бытовом уровне для украинцев и так далее, но ты Польшу, не упрекнешь, потому что пособия платят, работу дают, и там украинцы, которых больше всего в этой Польше, адекватных, нормальных, они не дадут соврать. Вот так же получается и с вот этим нарративом вот Европа виновата, это уже проходили, Запад нам плохо помогает, а так бы мы, конечно, сейчас повоевали. Нет, какая-то жертва должна найтись внутри. Я вот жду, что это будет сам Зеленский. Есть такой вариант, расклад такой может случиться? Потому что в исторической традиции Украины есть и черные рады, и собирались, собственно, казаки, и, да, вот это вот, и гетьманов, раз, другой, да и не сложили. Слушайте, где-то я помню, что не беспокойтесь за ваших президентов. Ваши президенты всегда принесут вас в жертву своим собственным интересам. Вот это как раз этот случай. Я не представляю себе, чтобы все, что мы видим о Зеленском не только последние 4 года, но, собственно, еще до войны, собственно, с того 19-го года, когда он поехал в Париж подписывать договор о федерализации Украины. Приехал, посмеялся и сказал, я приехал всего лишь посмотреть на Путина, потому что ему, с одной стороны, пригрозили правые, а с другой стороны, пригрозили НКО, что его отменит. Ничто в предыдущих действиях Зеленского меня не заставляет предположить, что этот человек во-первых, не думает прежде всего о собственных интересах, а во-вторых, не готов ради собственных интересов, то есть ради власти, статуса и ради, в том числе, возможности контроля над внешним общаком на абсолютно любые вещи. Просто вот все, что мы наблюдаем последний год, это что Трамп пытается тем или иным способом Зеленского заставить подписать перемирие, и каждый раз, в том числе с помощью Европы, Зеленский выкручивается, и война продолжается, продолжается,
продолжается, и люди гибнут, гибнут и гибнут. Киев сидит без света, Одесса треть портовых мощностей, как я понимаю. Ну, скажем, импорт и экспорт упал на треть. И все, что мы слышим, что Европа недостаточно помогает. Вот они какие трусливые. Ну, смотрите, Если бы как нам помогли, то... вы все равно, наверное, ну, как бы не поняли там, наверное, то, что не поняли, поняли, но я имею в виду, что не пошли вот этой, по этой дороге э, А кто разделение. заставит Зеленского уйти внутри Смотрите, Украины? уже происходит разделение Зеленского и Украины, Зеленского и народа Украины. Вот после этого момента, когда я буду со своей страной, я сам по оговорке Трампа примчался к нему в Давос, Таких да? моментов уже было дофига. Нет, смотрите, все же уже, во-первых, все не поняли изначально. То есть это маятник эмоциональный, который вот заставляет порвать вот эти узы Зеленского и Украины. Сначала все говорят, подожди, каждый раз, когда ты уезжаешь, обстрел жуткий, блэкауты, жертвы, потом приезжаешь, цветочки возлагаешь к руинам. А тут ты, видите ли, не едешь. Значит, отказали. Он поехал. О, может, все-таки что-то там будет. Хорошие новости. Нет ничего, никакой конкретики. Он за эти 2 дня успел облажаться дважды, а то и трижды. Понимаете, только на своих, Первый раз, что ли? Или только на своих последний? заявлениях. И потом это нам с вами кажется, что эти заявления странные. А, во-первых, человеку, который смотрит телемарафон, во-первых, он просто искренне не помнит, что было вчера, искренне не помнит. Во-вторых, ему завтра скажут, что смотрите, как Зеленский мощно нагнул Европу, как он выступил, как он им всем показал, и вот это какая перемога. А в-третьих, одна из основных особенностей этой войны, и не только этой, сейчас очень много что происходит в мире, это полная, а, а, полный развод между тем, что непосредственно происходит в реальности, и страшными последствиями, прежде всего для Украины, и тем, как активисты, как пропагандисты, телемарафон и власти формируют реальность в умах людей, которые, ну вот буквально уже в течение года ждут, что, в течение какого-то года, в течение 4 лет ждут, что перемога за углом, и каждый раз, когда они слышат более или менее реалистичные варианты выхода из войны, например, отдать Донбасс, сразу по опросам общественного мнения, да нет, никогда. К сожалению, одна из вещей, которую вот сейчас делает Путин, да, когда он бьет, скажем, по той же самой энергетике в Киеве, это чтобы оказывается, что человек, который живет в Киеве, вдруг он резко перестает жить в реальности марафона и начинает жить в страшной реальности войны. Так, ну, по поводу отдать Донбасс, это, конечно, тот еще вариант. Скорее всего, отдадут, понимаете? Ну, деваться А тогда некуда. что же мешало сделать это еще, когда возникла эта история 2 месяца назад, если не больше? Да больше, несколько Ну, месяцев назад. выходит Ступ и говорит, а за что погибли вот эти декабрьские солдаты ВСУ? Не, война продолжается, у России все хорошо. Сидит Зеленский и рассуждает. Вот вы говорите, не рвется. Рвется, как бы народ и Зеленский отрываются эти ниточки, канатики. Потому что все же видят спокойно, что он сидит, выключил у себя везде свет, сидит возле стационарного компьютера Кто на видит? селекторе. Это ваши слушатели Понимаете? видят. Александр, вы А не у- преувеличивайте. Это ваши слушатели видят, это ваши слушатели воспринимают способность человека, современного человека, воспринимать то, что ему эмоционально приятно, она превосходит всякие вероятности, и мы не знаем, чего на самом деле думают люди, не только в Украине, не только в России, вообще там, условно говоря, в Америке, потому что если им 10% активного населения изображает большинство, то, по крайней мере, 40-50 еще процентов из этих людей, они к этому большинству доверяют, к этому большинству начинают подстраиваться. А президент Зеленский, все, что подпишет Украина, будет гораздо хуже,
апреля 2022 года. И если в апреле 2022 года президент Зеленский не подписал мир, а, соответственно, просто потому что, конечно, тогда бы его вынесли из власти, ну, хотя бы по самое простое, то как он может, ну, кроме как в абсолютно безвыходной ситуации, что-то подписать, про что ему немедленно скажут: слушай, так это гораздо хуже того, что было в апреле 2022 года, и еще с тех пор Украина разгромлена, десяток миллионов уехал за границу, десяток миллионов уехал за границу, энергетика разрушена, портовая инфраструктура разрушена. Скажи, пожалуйста, почему ты гораздо более выгодные условия не подписал 4 года назад, и страна была бы целая? Естественно, он не может позволить, он всегда будет, ну, о границах 91 года уже, конечно, никто не говорит, но ведь еще как долго говорили. Да, значит, подведем итоги нашего вопроса, уважаемые зрители. Всем большое спасибо, что проголосовали. Принесет ли Совет мира мир Украине? Значит, 8% да по лекалам газа, 18% в газе да, в Украине нет, 34% это цирк и выкачка денег изначально, и 40% нет. Зеленский, глобалисты упрутся рогом и будут стоять до конца. Слушайте, ну вот в завершении, чтобы точку поставить, получается, что у Трампа нет инструментов, чтобы все сломать. У меня убеждение, что он его доломал на этой встрече. Вот у меня такое убеждение. Но это мое убеждение, потому что не просили, рассказывали, что у нас, смотрите, какие мощные санкции, дроны, мы сделаем блэкаут в Москве, мы там, вы говорите там последствия. Нет, серьезные удары наносятся и по Краснодарскому краю, и по Белгороду, и по Курску. Нет, серьезные, но не такие серьезные, как по Украине. И я к чему говорю? Я к тому говорю, что, ну, как бы, проблем может создать, и создает Зеленский, как может, эти проблемы. Вопрос-то в том, что он же говорил, это наши санкции, а тут раз тебе и на попятную, энергетическое перемирие давай. Ну, то есть, понимаете, мне кажется, что что-то таки надломилось сегодня у Зеленского. Неужели Трамп не имеет возможности скрутить его в бараний рог и, в общем, подчинить вот этим своим пунктам? Не его 20, а своим 28 пунктам Анкориджа. Я думаю, что не имеет. И это не потому, что Дональд Трамп слабый лидер, а потому что он находится в абсолютно для него невыгодной геополитической растяжке, которая заключается в том, что Украина как инструмент ослабления России, антироссия, конечно, это совместный проект не только демократов, но и республиканцев. И более того, с геополитической точки зрения этот проект, ну, для Америки в мире, новом мире великих держав имеет полный смысл, будем честно говорить. Ну а что ж плохого-то? В этот проект вложены огромные деньги, на этот проект огромное затрачено. Этот проект действительно не только, естественно, благодаря американцам, благодаря стечению исторических обстоятельств, но совершил фантастическую, казалось, еще там, 30 лет назад невероятная вещь, когда одна половинка Российской империи в своем политическом классе, в своих активистах стала существовать для того, чтобы уничтожать и для того, чтобы быть стрекалом другой половинкой Российской империи, даже ценой отчуждения и унижения гигантского количества своих собственных граждан и, соответственно, их умаления. Просто в этот проект, вот этот инвестиционный проект, слишком много инвестировано. С другой стороны, этот проект сейчас является просто вотчиной ненавистных Трампу глобалистов. И более того, он используется не только как проект антироссия, но и просто уже откровенно европейцами как проект антитрамп. И вот на этой растяжке Трамп стоит. Это украшается Украина чемодан без ручки. Нести нельзя, а бросить жалко. И весь расчет Зеленского, кстати, вполне справедливый, заключается в том, что если Трамп бросит этот чемодан, и чемодан проиграет, то те же самые глобалисты, те же самые европейцы и демократы прибегут и поставят этот Трампу в вину, как Афганистан. И на этом расчете Зеленский абсолютно хладнокровно, логично и очень удачно едет уже целый год. И я, честно говоря, не вижу ничего, что может заставить его прекратить так ехать, потому что вот представим себе чисто теоретическую ситуацию.
что Трамп говорит Зеленскому: слушай, вот видишь пленки Минтича? Вот там будет следующая серия, и ты просто, ну, просто, условно говоря, к тебе придет НАБУ и тебя возьмет. Что будет следующее? Следующее будет быстрое продвижение российских войск. Следующее будет, ну, серьезные военные проблемы Украины. Что будет следующее? Там шахматный ход. А европейцы, демократы и все прочие скажут: ты, Трамп, сволочь, а ты вот в самый ответственный момент подсек под коленку вот этого замечательного украинского Черчилля. Украина проиграла. Мало того, что, значит, ты договорился с Путиным, ты сдал ему такой геополитический инструмент, который выращивался десятилетиями. И вот на это и есть расчет Зеленского. И более того, согласитесь, он абсолютно ну, логичный. Соглашусь. Ну вот смотрите, есть нюансы, есть серьезные, скажем, но логика понятна. Логика понятна. И когда нам, например, Келлог говорит, что до августа месяца все закончится, хотя все говорят, ну вот-вот уже, вот, ну сейчас вот эти переговоры, сейчас быстро-быстро, сейчас потому что дальше терпеть невозможно. Возможно, энергетическое перемирие там попросить, Путин отверг, ай-яй-яй, нехороший какой. Тянуть вот эти, я согласен с вами, что тянуть кота за хвост можно, но Келлог не просто так ближе к осени муркнул, по одной простой причине. Потому что там как раз, вот, например, поражение Украины в августе этого года, или какая-нибудь там, знаете, ну вот как там все говорят, обвал фронта и условно там левобережье захватывает. Это будет жуткий удар, который повесят таки на Трампа. Скажут: это ты виноват, ты не помогал, ты такой-сякой, потеряли Украину, там сейчас претензии на Одессу, бои, например, за Одессу образно. Да? Смотрите, ведь это со Щелиным мы говорили очень часто, это он говорит отрицательная субъектность. Но Это очень точно. но никто не понимает, что эта отрицательная субъектность может работать еще немножко по-другому. Типа, да, вот я не могу, ну, короче, могу не делать так, как вы хотите. Она может работать в другом. Он может нарочно обрушить все к чертовой бабушке. У него, Кто? Зеленский, у него это по силам. У него по силам сделать так, что, условно, войска из Крыма зашли по разминированному Чангару, зашли куда надо, и, ну, то есть это в его силах, а нам рассказывали всем украинцам про шашлыки, понимаете? И это никто не расследует. Всем, вот у нас зализный генерал был, главком Залужный, у нас все нормально. То есть, понимаете, в чем дело? Ему по силам сделать так. Я более вам хочу сказать, все же готовились тогда к войне вот на Донбассе, да, что воевать будет за Луганскую, Донецкую область. Ну, Путин, да? Луганская, Донецкая область. Да и не нужна ему была 300 лет вот эта Новороссия, то, как они там представляют себе, да, ну, Приазовье, да, назовем это Приазовьем, вот эти части. И по Стамбулу первому он тоже 300 лет ему не нужна была, ему нужно было, чтобы признали Крым и вот эти там две области, и все. Но тут мы сталкиваемся с тем, что его как бы ненарочно запустили сюда. И, кстати, большая загадка была еще, почему вообще разминировали этот Чонгар. Есть версия, но она такая одиозная, но так если подумать, что разминировали не для того, чтобы запустить, а для того, чтобы самим пойти на Крым. Вместе с британцами, с базой в Очакове. И поэтому все началось и выглядело так, как есть. Но об этом уже историки напишут. Слушайте, по поводу разминированного Чонгара я много раз спрашивала, никогда внятных объяснений не получила, кроме того, что, как я понимаю, начали его разминировать типа со словами, что все будет мир, дружба, жвачка и так далее. Но не будем повторять дополнительно того, что много раз говорили, что, ну, если бы Украина была готова к войне, если бы Зеленский подписал военное положение до начала войны, то это просто войска находили бы в совершенно другом, гораздо более выгодном стратегическом положении украинские. Но, откровенно говоря, мое личное всегда предположение было вот ровно то, о чем я уже говорила, что когда ты находишься на велфере и когда ты считаешь, что чем больше ты жертва, тем больше тебе помогут и тем больше западные страны втянутся,
то ты не заинтересован делать ничего сам. Более того, Алексей Арестович у меня на эфире, я не слышала, чтобы он договорил у вас, но вот просто спросите его дополнительно, он как-то сказал, что да, вот в начале войны очень много такого было, а мы это не будем делать, потому что пусть это тогда делают американцы. Ну, вот это типичная история Вилфера, условно говоря, если у тебя есть свои 200 евро, и тебе надо накормить ребенка, ты тратишь их на хлеб для ребенка, а если ты знаешь, что у тебя есть еще и велфер, ты обязательно купишь на эти 200 евро себе шоколадку, потому что на ребенка тебя накормит кто-то со стороны, ну вот тот, кто дает велфер. И это, собственно, основная причина того, что люди, сидящие на велфере, в том числе и военные, и тем более страна, и тем более правительство, вот оно так развращается. И Да, сейчас, собственно, вот этот вот и есть момент истины, потому что мы видим, что все только кивают. Трамп уже говорит, так, ребята, это без меня. Трамп, заметим, не поставляет Украине ПВО. Мало кто отметил. Это очень важную штуку, очень важную вещь. Трамп не поставляет Украине ПВО, а ведь он бы поставлял, если бы Европа платила. А Европа не платит, а вместо этого просто говорит, денег нет, но вы держитесь. какой-то цирк, если честно. Сейчас идут новости, я так вижу. Короче, начал Зеленский критиковать, ну, то, что мы с вами обсудили, да, Я сразу, специально прочла, получила большое удовольствие. сразу Макрон захватывает, ну, опять-таки, мы видим, ну, в общем, какой-то танкер, да, в Средиземном море, с России вроде как вышел, иранский, еще какой-то, ну, короче, захватывает танкер. Кая Каллас выползает, говорит, значит, ЕС предоставляет первые 10 миллионов евро для нового специального трибунала для судебного преследования российских лидеров за роль в войне Москвы против Украины. Ну вот прям, понимаете, прям как вот... Первые 10 миллионов, вот прямо 10 миллионов евро на трибунал. Да. Это должно послужить заплатой для перемоги на телемарафоне, и все будут завтра кричать: смотрите, победа, 10 миллионов евро предоставили на трибунал. Слушайте, ну кто ж ее судить-то будет? Ну что же мы голову-то морочим друг другу? Ну это что, российская делегация в ПАСЕ свергнет Путина? Ну Вот честное именно. слово. Так, значит, давайте перейдем к вопросам. Друзья, какая-то с Ютубом шляпа, да, откровенно говоря, поэтому А что такое? сообщества не работают там в сообществе, поэтому не было анонса. Несколько раз пытался через паузу, через что. Ну, я думаю, что это такие бывают временные баги, и все исправят. Будут анонсы в сообществе и ваши, соответственно, вопросы, поэтому, пожалуйста, пишите свои вопросы прямо сейчас в чат трансляции. И пару вопросов из закрытого клуба зрителей. Режим Блиц, даже если такие, на вопросы такие, интересные. Блиц это не для Латынина, но я постараюсь. Ну, надо постараться, Я да. вот мобилизую кота, он будет за меня отвечать. Тут уже, кстати, пишет, спасибо большое за поддержку канала, что предлагают вашего кота отправить в Совет мира Трампа, пускай там порядок наведет. А миллиард кто за него будет платить? Как кто? Донатами скинутся. Так, Радислав, Юлия, вы очень даже неплохо знаете историю мира, начиная с древнего Израиля. Понятно, что более кровавые империи, чем США и Великобритания, скорее всего, были. Но были ли империи более циничные и двуличные, чем Британия в 19-20 и США во второй половине 20-21 веке? Смотрите, я совершенно не вижу, чтобы Британия была циничной, была двуличной. Понимаете, циничный и двуличный – это два абсолютно разных качества. А двуличный – это как раз тот европейский чиновник, тот НКОшный чиновник, который говорит: вы знаете, вот у нас тут борьба добра против зла, и двуличный – это как раз, условно говоря, тот американский президент, который поглаживает Хашима Тачи, лидера Косовской армии освобождения, просто террориста, который, судя по всему, торговал человеческими органами, и эти террористы, скажем так, эти террористы торговали наркотиками и человеческими органами. И вот он поглаживает его, и как Байден говорит, что, знаете, это новый Джордж Вашингтон. И двуличие – это когда вы сначала говорите, что вы не можете вступиться за боснийских сербов,
потому что они проживают на территории Новой Боснии, и, соответственно, боснийцы могут сделать с ними все, что угодно. А потом вы говорите, что вы вступаетесь за косовских албанцев, которые проживают на территории Сербии, но Сербия, несмотря на то, что она суверенная страна, не может ничего делать с косовскими албанцами. И самое главное, если их представляет армия освобождения, террористическая армия освобождения Косово. Это когда вы воюете на стороне террористической армии освобождения Косово и говорите, что вы воины света, которые воюете против Да. армейцев. Вот это двуличие. А когда вы, как англичане, устраиваете опиумную войну и говорите, мы сейчас вот вышибем мозги, мешая за то, что мешает нам продавать опиум, это цинизм. Это две совершенно разные вещи. Но кроме этого, все-таки да, краткая сестра таланта. Краткая сестра Молчу. таланта. Следующий вопрос. Россия доносит свои нарративы непрезентабельным способом. В информационной подаче должна быть доля маркетинга, это и вкусные обертки от конфет, которые хочется скушать. Почему Россия не провела работу до СВО по более убедительному разъяснению своих тезисов и доведения до широких масс? Ведь в момент начала СВО мы услышали 3 слова: демилитаризация, денацификация, декоммунизация. Этакий нелепый кремлевский эффект 3D. России не хватило времени на информационную кампанию или это информационный пиар? Просчет. Это, можно сказать, просчет. Вернее, это провал, потому что когда вы проиграли информационную битву, то неважно, по какой причине вы ее проиграли. Но я должна сказать, что главная проблема России заключалась в том, что в тот момент, когда начиналась эта война, большинство людей на Западе, большинство интеллектуалов жили абсолютно левыми гуманистическими нарративами, вот как раз о которых я только что говорила, которые предусматривали, что каждая война изображается как война сынов света против сынов тьмы, а сыны света – это те, на чьей стороне находятся Соединенные Штаты и люди доброй воли. И этот нарратив вот просто сейчас, наверное, сыпется на наших глазах, в том числе вместе, когда мы видим вот то самое двуличие Запада. И я как раз приветствую то, что этот нарратив заменяется холодным языком политического расчета и того самого цинизма, который, как показывает опыт, может казаться очень неприятным. Но цинизм и правильное утверждение о своих собственных интересах гораздо лучше, чем вранье в глаза. Чат трансляции, ваши вопросы отсюда. Значит, Юлия, можете объяснить, почему Катрикадзе и Дождь как с цепи сорвались по отношению к вам? Ну, там идет большое заседание парткома, которое, кстати, тем не менее, там несколько каналов типа Соты меня пригласили, дали обвиняемому слово, потому что я нарушила священное табу по уехавшей российской эмиграции. Я стала говорить, что те представления, та когнитивная картина мира, с которой российские интеллигенция, значительная часть российской интеллигенции вступили в войну, просто ничего не имеет общего с действительностью. И, что называется, вот любовная лодка разбилась об это. Соответственно, вот системные когнитивные искажения левой российской интеллигенции, которая в данном случае оказалась частью всемирного такого Коминтерна, являются одним из главных предметов того, о чем я говорю сейчас. Но просто я даже предлагаю на этом не очень сосредотачиваться, потому что я уже язык смогла говорить об этом в других местах. Украина не входит в ЕС. По какому праву Европа дает оружие и деньги Украине? Интересуется Наташа. Хочет и дает. Хочет и дает, да? Хорошо. Значит, значит... Главное, что не дает же. Да. Мало дает. Не додает. Зоопарку, нам Львов в зоопарке не докладывают мясо. Так, вопрос. Юля, почему вы так уверены в результатах расследования трагедии балазийского Боинга такой организации, как Bellingcat? Не думаете ли вы, что скоро придется раскаяться в своей неуверенности?
Нет, не думаю. Я очень внимательно смотрела результаты расследования Беллинкета. Они потрясающе точны там, во всех деталях, которых можно проверить и которые проверяются косвенно. Да, честно говоря, откровенно, скажем так, что как раз там, в отличие от истории с расстрелом Майдана, вот в тот самый момент, когда от лица Игоря Ивановича Стрелкова появилось сообщение, что птичка-пад, птичку сбили, это было буквально через 20 минут после того, как Боинг упал, а потом нефиг летать над нашей территорией, а потом через 30 минут оно исчезло, и родилась версия, что, во-первых, это был украинский СУ, во-вторых, это был украинский БУК, а в-третьих, как сказал в одном месте Стрелков, там трупы были не свежие, то с этого момента, особенно по объяснениям российской стороны, все было ясно. Кстати говоря, вот это самое важное, одна из важных вещей. Всегда следите за объяснениями противоположной стороны, за то, что она отвечает. Потому что одна из главных вещей, которые сейчас там, в связи с моей позицией обсуждают, это то, что я стала популяризировать и много ссылаться на расследование Ивана Кочиновского. Я сама ни в коем случае не занималась расстрелом на Майдане, но первое, что я обратила, условно говоря, вот в 2014 году, что думаешь? Ну как, расстреляли демонстрантов, либо расстреляли протестующих. Кто это сделал? Естественно, власти. Не парите мне, не парите мне мозги. Прошло 11 лет, и я думаю, слушайте, как интересно. А где же результаты расследования? Почему Мгм. же нам говорят, что это исчезло? Сам президент Зеленский говорит в 2020 году, что, знаете, свидетели куда-то делись, улики куда-то пропали. Простите, но это же центрально образующее событие современной украинской истории. Так А мы знаем потому оно как. центральное образующее. Так вот поэтому его сделали центрально образующим, понимаете? Поэтому выдумали, сделали центрально образующим. Ну как, вы не выдумали, люди-то Подождите, погибли. выдумали, мифологию выдумали, Небесную сотню. Видели вы расследование, кто там, кто туда вписан? Погибшие в пьяной драке за 10 кварталов просто записали, просто иконостас. Кроме тех, которых там постреляли на Майдане, тех, кто там вот это вот принимал участие. Дописывали, дорисовывали, амнистию врубили, всем все простили. То есть, понимаете, это на самом деле, это ответ просто на ваш вопрос. Потому что была задача сделать его стержнем, Майдан, стержень, а на него нанизать уже все остальное. И поэтому даже придя к власти такой человек, как Зеленский, с такими этими, ну, посылами, что мы закончим войну, мы там самое-самое, мы там, у нас все равно, на каком языке ты будешь говорить, потому что стержень Майдан, вот он таким и стал, понимаете? Ну, вот так и пошел. И стал еще хуже Порошенко. Потому что это вот искусственно созданная вот эта конфигурация Майдана. Причем Майдан же поддерживало меньшинство в Украине. Если мы берем Украину, в тех границах, меньшинство, которое вот так навязало волю большинству. Ну и, в общем-то, страна и развалилась. И Янукович сбежал. Вопрос следующий из Следующий зала. вопрос, да, давайте. Значит, пытание. Пожалуйста, просит пользовательца, пожалуйста. Вообще не по теме, но очень интересно. Знаете ли вы, с какого времени в иудейской традиции возникла и закрепилась заповедь разделения мясной и молочной пищи? Но эта заповедь содержится в самом древнем своде, просто в самых древних вариантах 10 заповедей, которые приведены в исходе, потому что я напоминаю, что в исходе содержатся два набора 10 заповедей. И вот хорошо всем известный нам «Не сотвори себе кумира», «Лота аселе хапесель» и так далее. А это более новый вариант, который, видимо, был вписан дефтерономистом и, видимо, был вписан редактором Торы. Ну, мы точно не знаем, когда. Я думаю, что тоже достаточно давно, во время царя Иосии, но это дебатируемый вопрос. А вот мясное и волочное, не вари козленка в молоке матери его,
Это просто самый старый вариант десятизаводий, который содержится, если я не ошибаюсь, да, в исходе 34. И просто, ну, то есть, ну, как минимум в 8 веке он уже был. Так, Юлия, какую книгу сейчас читаете? Читаю, вы знаете, я сейчас дочитываю Айзека Азимова, смешно сказать, мое любимое, перечитывая «Основание». Не знаю, хорошо это или плохо, но это из тех, которые я читаю просто для развлечения. Но я же ведь дописываю две своих. Я, во-первых, дописала конец, еще одну книгу из Вейского цикла, что мне очень приятно. Не знаю, где ее буду печатать, это сложно дебатируемый вопрос. Я дописываю еще одну книгу из истории христианства и параллельно дописываю еще одну повесть фантастическую. Ну и, соответственно, поскольку мне по истории христианства много чего нужно читать, я там читаю Ипполита Римского в оригинале, будь он не ладен, потому что тут еще графоман. Приходится все-таки читать, ну, некоторые, по крайней мере, куски текста, смотреть, как это было на греческом, потому что иначе можно сильно нарваться. И тому подобные вещи, которые я вряд ли думаю, что наши слушатели будут читать Епифания из Саламиса. Это точно. Ну, давайте закончим на вот этом вопросе. Как вы думаете, кому будут в итоге аплодировать? Лина Востроилова спрашивает. Трампу или Путину? Ну, она тут приводила еще пример Шелесту, но это в качестве шутки. Трампу или Ну, Путину? но смотря за что и смотря где, я могу сказать, что я уже аплодирую Трампу, потому что то, чего Трамп добился в ходе этого президентства, для меня абсолютно невероятно. Я не думала, что у него хватит силы сломать хребет НКОшной USAID-овской машине. Он ее действительно сломал. И, возвращаясь к тому, с чего мы начали эту передачу, обратите внимание, что Совет мира – это такая альтернатива, это такое анти-НКО. Это такое свое НКО, частное для Трампа. Наполовину НКО, наполовину, как я уже сказала, инвестиционный фонд. Наполовину способ легализации в пользу разных государственных деятелей государственных денег. Юлия Латынина была моей собеседницей сегодня. Спасибо за время и мысли. Александр, спасибо. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, подписывайтесь на Латынину, поставьте лайк этому видео. И коту Одиссею, который, видите, какой смежный. Да, коту Одиссею тоже большой наш лайк. Конечно, увидимся с вами примерно через час, наверное, через 2, да, ну там в шуме, пообщаемся, пошумим немного, есть что обсудить, есть что посмотреть, есть над чем задуматься. В любом случае, добра и света.